Наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Хоть мы и почти в городе, добраться сюда не так просто. Узкая, плохо проходимая грунтовка, а потом непролазные лесные заросли. Но цель нашего путешествия, конечно, стоит того. Я иду по старой дороге. Раньше здесь была деревенька Камень. А дорога эта важная, она выходит вот туда вот назад, как раз в тыл Пулковских высот. И именно здесь, на этой дороге, осенью 1941 года были остановлены на подступах к Ленинграду немцы. И сложилось так, несмотря на то, что вот прямо рядом с нами аэропорт Пулково, вот я сейчас слышу, как там самолет на полосе разворачивается. Несмотря на то, что рядом с нами аэропорт Пулково, здесь сохранилась практически в первозданном виде линия фронта. И сейчас мы повернем вот туда вот направо и пойдем вместе с вами ее смотреть. Бетонный противотанковый надолб. Построен здесь, судя по всему, в 1942 году. Сразу за этими надолбами наша советская первая траншея. Дальше нейтральная полоса метров 300. Дальше болотца, и за болотцем немцы. А вот мы и вышли на линию обороны. Здесь как раз хорошо все видно. Вот траншея. Сзади меня блиндаж. Вот он, блиндаж. Просто небольшая горка. Блиндаж еще не раскопан. Если посмотреть, то вот тут видны шпалы прямо с металлическими пластинами под рельс. Видимо, они использовались в качестве потолка. Подходящие к блиндажу траншеи все наполнены водой. А вот здесь вот блиндаж, похоже, раскопан. Да, раскопан. Вот на соседних деревьях можно увидеть как раз результат его раскопок. Телефонный провод. Нагель железнодорожный. Ну и тут же рядом с блиндажом остатки военного быта. Крышка от патронного цинка и советская кружка. Советская армейская кружка. Значит, здесь стояли наши. Ну и по местности вроде так. А вот это, судя по всему, лагерь поисковиков, которые здесь иногда копают. Хотя места, честно говоря, совсем не популярны, и про них вообще мало кто знает. И тут же в лагере лежит осколок немецкой бутылки из-под шампанского. Но непонятно, откуда он здесь. Возможно, притащили поисковики. Возможно, какой-то трофей. Пойдем дальше. Траншеи здесь на каждом шагу. Вот соединение двух довольно крупных траншей, залитой водой, и они до сих пор довольно глубокие. По крайней мере, 2-метровая палка до дна у меня здесь не достала. Идем дальше, как бы к немцам. Вот туда вот фронт. Справа от меня траншея. Естественно, она тоже идет туда, вперед, к переднему краю. Посмотрим, что там. Приближаемся к первой полосе обороны. Траншей становится все больше. Они сплошной паутиной покрывают землю. Многослойная, эшелонированная оборона. А вот там вот, за деревьями, аэропорт. Огромный блиндаж. Давно раскопанный поисковиками. А вот результаты раскопок. Лопатка, кирка, лопатка, пулеметный диск, половинка каски.
Советские патроны. Судя по укладке, прямо из цинка. Так вот, как в пачках их на заводе положили, так они в этих пачках и остались. Год производства непонятен, как не честь. Видно, что 18-й завод, а год вроде как 43-й. Видно, что патрончики военного выпуска. Он как криво сидит в капсуле. В мирное время такое не делали. Подходим к переднему краю. Траншей здесь меньше, но сами они глубже. И очень-очень часто попадаются воронки. Видно, что здесь были активные бои. А вот это вот, кажется, передняя, первая траншея. Очень глубокая, заросла и заболочена. Не знаю, как будем ее форсировать, но как-нибудь будем. Кажется, мы подошли к нейтральной полосе. Мелкие траншейки боевого охранения и огромное количество крупных воронок. Если верить карте, то вот в тех березках уже немцы. Пойдем туда. Вот я и вышел к аэропорту. Дальше пойду вдоль его ограды, потому что через лес я уперся в болото. Сзади меня аэропорт. Интересно, многие ли пассажиры, вылетающие отсюда на самолетах, задумываются о том, что, например, чтобы взлететь вот с этой полосы, они дважды пересекают бывшую линию фронта. Сначала от терминала по Рулежке уезжают к немцам, там выезжают на полосу и по полосе разгоняются в сторону советских позиций. Думаю, что немногие. И опять мы продираемся через какие-то лесные чащобы. А легких путей тут не то чтобы нет. Может, они и есть. Но про них никто не знает. Ну вот, мы пришли на немецкие позиции. Вот их траншея идет туда. Вот это немецкая траншея. Все очень-очень сильно заросло. Практически ничего не показать. Ну, вы можете поверить, что траншея здесь есть. Вот она. Ее даже немного видно. Вот она, да, идет. Дело в том, что здесь вырубили лес, и все заросло очень высокой травой. Но, тем не менее, факт есть факт. Здесь уже стояли немцы. Ну, здесь, пожалуй, мы пока и закончим. В январе 1944 года немцев отсюда выбили. Блокада Ленинграда была полностью снята. Но до 1944 года немцы были здесь. Блокировали город, не позволяли его снабжать, не позволяли его жителям из него выйти. И по всем расчетам немецкого командования город должен был сдаться. Но Ленинград не сдался, а помогла ему в этом военно-автомобильная дорога номер 101. Или народное название, которое стало в дальнейшем общепринятым, дорога жизни. Про дорогу жизни будет наш следующий рассказ. Ну а пока все. С вами был Александр. До новых встреч. Всем 5.